Приветствую вас, друзья! В предыдущем видео мы с вами рассмотрели, как создать сигнального бота. И как я и обещал, в этом видео мы с вами рассмотрим, как создать Telegram бота, бота по бэктестам и также ярлык для быстрого запуска данных скриптов. Поехали! Итак, друзья, заходим в Telegram, выбираем поиск и пишем бот Phaser. Находится вот такое вот приложение. Открываем его. Далее в этом приложении нажимаем команду «Создать нового бота». И нужно придумать ему оригинальное имя. Например, это будет Emma. Также нужно придумать оригинальное username EmmaBot. И как видим, нам пишет, что данное имя уже занято. Поэтому здесь нужно будет применить немного креативности, чтобы подобрать имя, которое еще не занято. Друзья, я подобрал имя, которое еще не занято. Нажимаем «Создать бота». У нас создается бот, и к нему создается вот такой вот API-ключ. Именно вот этот вот API-ключ нам нужно будет вводить в файл конфигурации от нашего скрипта. Значит, нажимаете «Копировать API-ключ», «Копировать». Он копируется в буфер. Далее идем к нашему файлу конфигурации от нашего Emma скрипта. Со скопированным API-ключом идем к нашему файлу конфигурации. Открываем его с помощью блокнота для редактирования. И находим раздел с надписью, вот она, Telegram Bot Token, Your Bot Token. Сюда нужно вставить наш API ключ. Значит, этого бота я удалю, так как это демонстрационный вариант. Если будете создавать бота, то никому не передавайте данный API ключ и нигде его не засвечивайте в интернете. Также для функционала нам потребуется наш чат ID, чтобы получать сообщения от нашего скрипта в Telegram бот. Сейчас рассмотрим момент, как получить чат ID. Чтобы получить второй параметр, такой как чат ID, нам нужно вернуться в Telegram, в поиске написать команду UserInfoBot, я ее добавил в пятую список. У нас высветятся боты, нужно выбрать правильного с точным именем. После того, как вы нажмете старт, он вам выдаст ваш чат ID. После того, как вы получите ваш чат ID, вернитесь в нашу папку с проектом нашего сигнального бота, откройте файл конфигурации и сюда введите ваш чат ID. Это будет что-то приблизительно вот такое вот. После чего сохраняйте настройки. Друзья, далее нам нужно найти нашего бота, которого мы создали по его имени, и нужно его активировать. Чтобы его активировать, нужно отправить команду start. Бот у нас активирован, он запустился. Ребят, после того, как вы нашли вашего бота через поиск, активировали его через команду start, сохраните его себе в ваши чаты, создайте папочку. Я, например, себе создал папочку, в которой у меня хранятся все мои созданные боты. Это очень удобно. Друзья, после того, как мы активировали нашего бота и вписали его в файл конфигурации нашего скрипта, теперь мы связали полностью наш треугольник: биржу, наш скрипт и наш Telegram бот. Теперь при вычислении сигналов наш скрипт, Emma скрипт, будет присылать сигнал в наш Telegram бот. Рабочая связка создана. Осталось только ждать сигналов и зарабатывать. Все это прекрасно, но теперь нам нужно отыскать прибыльную стратегию. Чтобы отыскать прибыльную стратегию, нам нужно проводить бэктесты на основе стратегии, которую мы хотим использовать. И для этого предлагаю продолжить нашу историю с пересечением экспоненциальных скользящих средних. Для проведения бэктестов есть несколько способов. Первый, самый древний и самый простой, это вы можете вот так вот отматывать по истории полгода назад, взять ручку и блокнот и начать выписывать, имитируя сделки. Например, видите пересечение, открылись здесь в шорт, далее цена развернулась, пошла вверх, закрыли шорт, открыли лонг. По пересечению Emma придумали себе, например, take profit 15 или в 10 или в 20% и стоп-лосс, например, в 5 или в 3%. И перематывая историю вперед, вы начинаете себе отмечать в блокноте ваши сделки. Потом подбиваете итог и смотрите, стратегия была прибыльной или убыточной. Второй вариант: в том же самом TradingView вы можете включить режим симуляции рынка, отмотать назад во времени, например, отмотать полгода назад, выбрать какое-то место и с этого места начать симуляцию рынка и открывать buy и sell. Но для этого, как вы видите, требуется платная подписка в TradingView. Если бы у вас была платная подписка, после того, как вы нажимаете play, начинается симуляция рынка на истории.
И вы себе здесь можете открывать покупку, продажу. У вас фиксируется сразу здесь в уголке прибыль, убыток после закрытия. Можно выбирать скорость, с помощью которой все это будет двигаться. И в конце не нужен даже блокнот и ручка. В конце у вас здесь в уголке будет финальная сумма, убыточная или прибыльная, в зависимости от того, какая у вас стратегия. Но для этого, повторюсь еще раз, нужна платная подписка в TradingView. Ну и третий нехитрый вариант, к которому пришел я через долгие мучения, это тот же старый добрый Python скрипт. Только этот скрипт будет по вычислению стратегии, прибыльная она или убыточная. Вернемся снова к нашему искусственному интеллекту. Далее нам нужно четко сформировать и продумать очень тщательно задание, по которому интеллект будет нам создавать наш скрипт для бэктеста. Прежде чем что-либо писать интеллекту, как всегда, я рекомендую открыть текстовый документ или документ Word и создать черновик, создать промпт, расписать полностью задание, расписать то, что вы хотите получить, 100 раз перечитать его, перепроверить, может быть даже не задавать ему это задание в тот же день, как вы написали, в зависимости от того, от сложности индикаторов, на основе которых вы создаете стратегию. Все это имеет очень большой вес. Если вы используете несколько индикаторов для вашей стратегии, это еще больше усложняет процесс. Для вычисления нужно еще тщательнее подходить к заданию и еще более детально и внимательно все расписывать и создавать очень четкое, правильное, продуманное задание интеллекту. Потому что интеллект потратит на это несколько секунд, чтобы написать вам скрипт, ну может быть минут. Но если вы ошибетесь в задании и впоследствии вспомните о каком-то моменте важном, который очень сильно повлияет на результаты этого бэктеста, вам придется переписывать скрипт. И это очень плохо, потому что при каждом переписывании скрипта может потеряться какой-то фрагмент скрипта. Интеллект может упустить этот фрагмент и выдать вам переписанный скрипт, но с утерянным каким-то другим фрагментом. Поэтому лучше все продумывать изначально, 100 раз перечитать, перепроверить и только потом задавать задание интеллекту. Как всегда, я уже заготовил задание и сейчас быстренько пробегусь по данному заданию. И этот текстовый документ я закреплю под видео, этот промпт, чтобы он у вас был как пример. Поехали по заданию. Напиши скрипт на Python 3.11 для проведения бэктеста, базируясь на индикаторе экспоненциальное скользящее среднее, EMA, скорость 3 и 200. Если быстрая EMA пересекает медленную снизу вверх, открывается позиция long. Если быстрая EMA пересекает медленную сверху вниз, открывается позиция short. Сигнал считаем действительным только на закрытии бара по рабочему таймфрейму. Работаем в обе стороны, но держим постоянно режим одной сделки. При обратном сигнале закрываем старую сделку и открываем новую в обратном направлении. Разворачиваемся. Если ранее было закрытие сделки по тейк-профиту или стоп-лоссу, и мы сидим без сделки, то при новом сигнале в любую из сторон открываемся. Открытие сделки производим только на закрытии бара по таймфрейму, который используем для бэктеста. Оставь возможность изменять таймфрейм в шапке скрипта для тестирования стратегий на разных таймфреймах. Также оставь возможность изменять показатели EMA. Добавь возможность настраивать тейк-профит и стоп-лосс, либо же полное отключение тейк-профита и стоп-лосса. Если тейк-профит или стоп-лосс не установлены, то закрываемся при обратном сигнале и открываем новую сделку в обратном направлении. Все эти настройки вынеси в шапку скрипта. В коде максимально все раскомментирую, чтобы было понятно обычному пользователю, не программисту. Стартовый капитал берем $1000. Каждую сделку проводим с реинвестированием. После каждой закрытой сделки проводим перерасчет и входим в новую на всю сумму. В каждую закрытую сделку также автоматически считай комиссию 0,2%. Результат выводить в файл CSV с такими колонками, как позиция, дата и время входа и выхода, цена входа-выхода, причина закрытия позиции, прибыль, убыток в долларах, оставшийся баланс после закрытия сделки с уже посчитанной комиссией. Формулу для расчета EMA используй так. Показатели EMA должны быть идентичными с показателями по TradingView. В конце напиши необходимые библиотеки для установки. После того, как вы завершили задание, написание вашего задания, копируйте его и можно задавать смело это задание нашему интеллекту. Думал 32 секунды интеллект и начал нам написание нашего скрипта по нашему заданию. Итак, друзья, закончил интеллект писать наш скрипт. В конце он добавил библиотеки, необходимые для установки. Краткое пояснение того, что он нам создал. Берем наш скрипт, нажимаем вот так вот копировать код. Потом открываем приложение IDLE, то, которое устанавливается вместе с Python. В нем нам нужно выбрать новый файл и сюда вставить наш скрипт. Вот так вот. Все это дело нам нужно сохранить. Я уже предварительно создал папку с проектом прямо на рабочем столе. Назвал ее EMA-bot backtests, значит файл. Save. Выбираем нашу папку с проектом EMA-bot backtests. Называем его тоже EMA-bot backtests. Сохранить. Теперь IDLE можно закрыть. Заходим в папочку с проектом. И вот наш Python скрипт, который мы сохранили. Сюда я предлагаю скопировать с предыдущего проекта по сигналам текстовый документ с названием окружение библиотеки пуск. И его мы здесь будем изменять, подгонять под наш новый проект. Нам нужен путь к нашему проекту. Мы его возьмем вот отсюда. Изменяем путь к проекту. Окей. Потом эта команда для создания окружения у нас остается без изменений. Это тоже без изменений. Для библиотек нам нужно будет изменить путь к нашему проекту и саму команду библиотек, потому что в предыдущем проекте
у нас был отдельный файл с названием библиотек под именем requirements, к которому обращался Python. В этом варианте, в сегодняшнем варианте, интеллект нам дал просто список нужных библиотек. Этот список мы должны скопировать, вернуться в наш файлик с командами и вписать список библиотек вот сюда. Окей. Далее здесь нам нужно путь указать точно такой же для запуска бота, точнее вот здесь вот так вот. И сам бот у нас называется EMA-bot Backtests. Можно скопировать, чтобы не ошибиться. Оставляем расширение P и Python. Меняем только имя самого скрипта. Вот так. Файл с командами у нас полностью готов к старту работы. Сохранить. Друзья, далее нам нужен терминал. Комбинацией клавиш Ctrl-V или Windows X, в зависимости от вашей версии Windows, выбираем терминал и сюда будем вставлять команды для создания нашего проекта. Первая команда для того, чтобы попасть в нужную нам рабочую папку. Что-то пошло не так. Друзья, это к лучшему. Как я вам рассказывал и ранее, выделяем полностью все, что мы написали, нажимаем Ctrl-C для копирования, вставляем это все в окошко сообщения нашему интеллекту и пишем, что не так. Нажимаю ОК, и он мне отвечает: у тебя ошибка, потому что в пути есть пробелы. PowerShell такие пути нужно брать в кавычки, нужно добавить кавычки. Окей, поехали. Возвращаемся в наш проект, в наш файл текстовый и добавляем кавычки. Окей, пробуем еще раз. Копировать, терминал. Окей, теперь принял он. Теперь он нас перенес в нашу папочку с проектом. Следующая команда. Сейчас, наверное, тоже забракует, потому что у меня на разных ПК по-разному, разный Windows. Но я думаю, не пошло, потому что нет реакции. Не создается папочка Venv. Сейчас мы спросим, как исправить команду. Опять у интеллекта. Возвращаемся к нему, вставляем и задаем вопрос. Почему не принимает команду? Ты написал только слово Python. Окей. В общем, друзья, здесь ошибся интеллект. Он мне пишет: ты написал только слово Python. Из-за этого PowerShell воспринял его как команду. Правильный порядок действий. Он мне пишет то же, что я и написал. Но я методом логики просто пришел к правильному сам, потому что, поскольку у нас требовались кавычки ранее, я думаю, что они также требуются и сейчас. Вот я добавил кавычки, не помогло, не работает. Команда без кавычек и с точкой в начале. Окей, точка в начале. Хорошо, поехали. Точка здесь, точка здесь. Пробуем. Нет. Теперь он мне пишет: нет, у тебя ошибка, ты поставил в начале точку, нужно без точки. Далее он пишет: если PowerShell не находит Python, попробуй P и далее команда. Я попробовал так и действительно заработало. У нас создалась папочка Venv, это виртуальное окружение. Теперь можем переходить к следующей команде, это активация виртуального окружения. Итак, здесь давайте исправим на будущее. Вот так вот. Здесь оставим с точкой, как нам писал интеллект. Enter. Нет. Опять копируем. Идем к интеллекту. Не работает. А теперь пишет, что нужно без точки. Окей, попробуем без точки. Yes. Без точки заработало. Когда видим вот такую вот надпись в скобочках Venv, значит у нас активировало виртуальное окружение и можно переходить к установке библиотек. Значит, вот это все нам копировать не надо, потому что, как вы видите, уже здесь есть путь к нашему проекту, поэтому нам нужно скопировать только саму команду. pip install и вот это вот. Переходим в консоль, вставляем команду, нажимаем ОК. И у нас пошли устанавливаться библиотеки. Итак, он нам сообщает о том, что благополучно установились все библиотеки, предлагает обновить инсталлер. Можем его обновить при желании, скопировав и вставив вот эту вот команду, нажав ОК. Окей, он нам сообщает, что благополучно установлена версия 25.2. Теперь переходим к запуску самого скрипта. Прежде чем запускать скрипт, нам нужно заполнить данные в самом скрипте. То есть те данные, которые мы хотим бэктестить. А именно, это можно пока свернуть. Значит, открываем наш скрипт с помощью приложения IDLE. Вот это вот. Окей, другим путем пойдем. Откроем сразу приложение. Потом найдем нужный нам файл. Окей. Здесь вы должны внести данные, с которыми вы хотите проводить бэктест. Указать таймфрейм, скорость EMA оставим те же самые. Take Profit и Stop Loss предлагаю пока вместе отключить. Делается это вот так вот. Сейчас я, чтобы не забыть. Вот все, что у нас идет после решеточки, это у нас комментарии, которые вы можете спокойно менять, и это не нарушит работу вашего скрипта. Например, я хочу вот это вот. Copy, Paste. И в скобочке это, чтобы не забыть, какое значение будет обозначать 5%. А теперь я хочу поставить None. То есть я не хочу Take Profit и Stop Loss. Я хочу закрытие и открытие по пересечению.
Так, далее, комиссия оставляем без изменений, старт $1000, вы можете написать любую сумму, разницы нету. Все остальное это уже дальше сам код, его мы не трогаем, мы работаем только с шапкой, с вот этими вот параметрами. Далее нажимаем Save и можно запускать наш скрипт. Закрываем его, IDLE закрываем. Друзья, я чуть не забыл за еще один очень важный момент. Чтобы провести бэктест, нам нужен файл со свечами за определенный период. Например, если мы хотим провести бэктест за прошедшие полгода, нам нужно скачать бары за прошедшие полгода с одной из бирж. Предлагаю перенести это задание в следующее видео, чтобы не перегружать вас информацией. В следующем видео разберем, как написать скрипт для того, чтобы скачать такие бары. После этого приступим сразу же к бэктестам и посмотрим, что у нас из этого всего получится. Друзья, также в прошлом видео я обещал вам показать, как создать ярлык, с помощью которого можно запускать легко и просто любой из ваших скриптов, не проходя весь этот путь через командную строку. Напишите интеллекту такое задание. Напиши простой батник для упрощенного запуска скрипта. Пусть сразу активирует окружение и стартует скрипт. То, что он вам выдаст, скопируйте. Вернитесь в папочку с проектом, для которого хотите создать быстрый запуск. Создайте текстовый документ, войдите в него, вставьте то, что вы скопировали. Нам нужно теперь это сохранить как? Сохраняем в папку с проектом обязательно, пишем run.bat и выбираем все файлы. Таким образом он нам сохранит файл с расширением bat, а не txt. И нажимаем сохранить. Окей, это можно закрыть, и у нас появляется вот такой вот ярлычок для запуска run. Теперь, если мы закроем нашу консоль и нажмем на run, у нас будет автоматически запускаться наш скрипт. Здесь он нам указывает, что нам нужно добавить файл с данными, то есть со свечами, которых не хватает, поэтому он его не запускает. Вот он нам пишет файл CSV. В следующем видео, когда сделаем с вами бота для скачки данных, скачаем данные, сохраним этот файл на ПК, укажем путь к этим данным и запустим нашего бота по бэктестам. Друзья, чтобы создать такой быстрый запуск для любого из скриптов, вы можете сделать следующий маневр. Скопируйте батник, который вы создали для скрипта по бэктестам. Вернитесь в проект со скриптом по сигналам. В проекте со скриптом по сигналам в эту папочку вставьте батник, откройте его с помощью блокнота, изменить в блокноте, прошу прощения. Здесь поменяйте просто имя скрипта, укажите EmmaBot, вот здесь EmmaBot, доставляем EmmaBot. Таким образом этот батник будет запускать нам нашего EmmaBot. Нажимаем сохранить и закрываем. Теперь при двойном клике на данный ярлычок у нас будет запускаться EmmaBot без всех этих команд, которые нужно прописывать в консоли. Друзья, надеюсь, данное видео было для вас полезным и интересным. В нем мы рассмотрели, как создать Telegram-бота, в нем мы рассмотрели, как создать скрипта по бэктестам, в нем также мы рассмотрели, как создать ярлык по быстрому запуску наших скриптов. И в следующем видео предлагаю рассмотреть, как написать скрипт по скачке данных, внести файл данных в наш скрипт по бэктестам и проводить бэктесты. Посмотрим, что из этого получится. Ставьте лайк, если вам понравилось, и увидимся в следующем видео. Пока-пока.